Сегодня 21 ноября 2025 года. Глубокая осень, переходящая в зиму. Я лечу исполнять свою мечту. Моя первая поездка во Францию. Впереди Париж и Нормандия. Но лечу я не сразу в Париж. Сначала в Милан, а оттуда на поезде в Швейцарию, к друзьям, у которых проведу пару дней. Еду туда почти случайно. Но спасибо путешествиям за то, что они дарят новых друзей, которых иногда получается навестить. В Милане я решила сэкономить и переночевать в хостеле. Ночь в четырехместной женской комнате обошлась мне в 45 евро. Хостел оказался в таком винтажном стиле, что место напоминало дом итальянской бабушки. Еще меня удивило то, что персонала вообще не было, только жильцы, и для каждого просто оставили ключ. В Милане у меня был свободный вечер, и первое, что я сделала, поехала смотреть на знаменитый Дуомо. Как потом окажется, я еще вернусь в Милан, и об этом будет отдельный влог. Так что интересные факты приберегу для него. На самом деле я в Милане только проездом, поэтому я буквально приехала посмотреть на этот кафедральный собор и на вот эту галерею, которую не помню, как называется, но здесь все фотографируется. Вот, наверное, надо вернуться сюда, чтобы посмотреть больше город и съездить на озеро Комо. Вот, но я очень сильно устала, поэтому я просто посмотрела на костел, и этого достаточно, пойду спать в свой хостел. Ситуация такая, почти 7 утра, я в хостеле. Сушу на первом этаже волосы, потому что в моей комнате розетки не работают. Точнее, они такого типа итальянского формата, не европейского. И я нашла способ не будить своих соседок. Пришла на первый этаж и нашла обычную розетку. Жизнь странная штука. Швейцария была, наверное, последней страной, куда бы я хотела поехать. Все, что я о ней слышала, что там очень дорого. Не могу сказать, что именно этот фактор меня останавливал, просто этот регион никогда не был в зоне моих интересов. Никогда не говори никогда. Вот я сижу в поезде и еду в ту самую Швейцарию. При пересечении границы Италии и Швейцарии по громкоговорителю попросили приготовить документы. Я достала паспорт с визой и ждала проверки. В итоге 2 полицейских просто прошли по вагонам, и на этом контроль закончился. Никто ничего не проверил. Для тех, кто не знает, Швейцария не входит в Евросоюз, но входит в шенгенскую зону. То есть, если у вас есть шенгенская виза, вы можете поехать в Швейцарию. Дар речи теряются от красоты этих гор. Они повсюду. Всю дорогу хотелось просто разглядывать каждый метр вокруг. Мы направляемся в Цермат, деревню, где стоит знаменитый Маттерхорн. Попасть туда на машине напрямую нельзя, в деревне вообще запрещены автомобили. Поэтому останавливаемся в другой деревне Тэш, где можно сесть на специальный панорамный поезд, который и довозит до Цермат. Маттерхорн. 4478 метров. Одна из самых узнаваемых вершин Альп. Это та самая гора шоколадки Таблерон. Цермат – один из самых дорогих курортов Альп, во многом благодаря Маттерхорну. В деревне живет около 6000 человек. Ночь в отеле здесь может обойтись и в пару сотен евро, и в разы дороже. Все зависит от сезона и уровня отеля. Так выглядит типичная швейцарская деревня, а виды на Альпы делают это место по-настоящему особенным.
Здесь все очень спокойно. Никто никуда не спешит, все здороваются друг с другом. И почти каждый швейцарец, с кем я общалась, спросил, катаюсь ли я на лыжах. В горной деревне на лыжах катаются все. Также в почете сноуборд. Моей мечтой было увидеть швейцарских коров, и Моника помогла мне ее осуществить. Она повела меня на семейную ферму. Для многих Швейцария – это не только горы и озера, но и коровы на альпийских лугах с большими колокольчиками. Поэтому увидеть их своими глазами было одной из маленьких мечт в этой поездке. Ja, doe nog weer slapen. Ja, we maken niets. She's thinking she can, she can drink. Yeah. What do they need from us? You see, they are all women. Now they are. Kan het echt niet? She's so cute. Yeah. Hè? Ja, dit is echt zo lekker. My brother gives them milk. Yeah. With a bottle. Yeah, like for kids. What are you doing here? I know, yeah. Yeah. Do you know this? Снега в тот день было очень много. Моника рассказала, что бывали случаи, когда его выпадало столько, что деревня буквально оказывалась отрезанной от внешнего мира. Никто не мог ни выехать, ни попасть внутрь. Лёкербад находится высоко в горах. Добраться сюда можно только на автобусе или машине. Ближайшая железнодорожная станция находится примерно в 30 минутах езды, в городе Лёйк. Чем ниже мы спускались, тем меньше оставалось снега вокруг. В этом поезде я думала о многом. Почему мы встречаем тех или иных людей? Говорят, что каждый человек – урок, но не всегда легко понять, зачем именно тот или иной человек появился в твоей жизни. Некоторые верят, что души людей связаны, и в каждой новой жизни мы снова и снова встречаемся друг с другом в разных воплощениях. Интересно, а вы в это верите? Женева встретила дождем. У меня было всего пару часов до поезда в Париж, и я успела только пообедать и прогуляться вдоль набережной. В Швейцарии 4 официальных языка. Страна поделена на кантоны, где в каждом говорят на своем. Было так странно приехать из немецкоговорящего кантона во франкоговорящий, будто бы я поменяла страну. В Женеве все говорят на французском. Я все ближе и ближе к Парижу. Поезд из Лёкербада в Женеву обошелся мне в 80 евро. Из Женевы в Париж 49 евро. В Швейцарии есть туристические проездные на весь транспорт, но в моем случае отдельные билеты вышли дешевле. Первый день в Париже, за окном идет дождь. Но все равно нужно идти гулять, потому что что остается делать, когда у тебя не остается времени? У меня нет ни зонта, ни дождевика. Вот мой тайный апартмент. Надеюсь, что мне повезет с погодой, дождь закончится. Сейчас идем на завтрак-бранч и потом гулять. Не жарко. Не знаю, смогла ли камера передать эту атмосферу, но пока я шла на завтрак, мне хотелось рассматривать буквально каждое здание. Казалось бы, обычные улицы, да еще и погода была совсем не очень, но было ощущение, что здесь даже самые простые дома выглядят как-то по-особенному. Я сидела и не могла поверить. Я правда в Париже. Это была одна из тех мечт, которые кажутся такими далекими, а потом вдруг становятся реальностью. Я разглядывала проходящих людей и подмечала, насколько французы элегантно сносят свои шарфики. То, что люди одеваются по-другому, то есть более стильно, заметно сразу.
та самая Триумфальная арка. Сегодня сложно представить Париж без Эйфелевой башни, но изначально она задумывалась как временное сооружение. Ее построили к Всемирной выставке в 1889 году, посвященной столетию французской революции, и по условиям договора через 20 лет башню должны были разобрать. Спасло ее совсем не искусство, а наука. Благодаря своей высоте башня оказалась идеальной площадкой для экспериментов с радиосвязью и телеграфией. Именно практическая ценность позволила ей остаться в Париже навсегда. Башню возвели всего за 2 года, 2 месяца и 5 дней. Несмотря на свои размеры, Эйфелева башня сделана не из стали, а из кованого железа. Если кто не знал, можно бесплатно пройти в парк от Эйфелевой башни. Просто погулять, это абсолютно бесплатно. Просто есть отдельный вход, без билета называется, вы заходите и здесь вот гуляете. Я не планировала сюда заходить, просто я вспомнила, что видела такой тикток, я сюда зашла. Ну, погуляем, посмотрим. И вы видите Эйфелеву башню изнутри. В общем, я уже сделала 500 тысяч попыток сняться красиво с Эйфелевой башни. Просила разных незнакомцев сделать мне фото. Очень плохо, что я стесняюсь, и видно, что я такая зажатая. Вот. Но я очень надеюсь, что у меня будет хотя бы одна фотография. Я вообще никаких планов не строила, потому что не было времени, была работа, решила просто on the spot решать, куда я иду. И сейчас я решила, что иду в Нотр-Дам. Вот. Поэтому я сейчас пойду в Нотр-Дам. Надеюсь, попаду внутрь, посмотрим. Погодка, конечно, вообще не солнечная. Если было солнечно, было бы намного атмосфернее, красивее. Но сам Париж, он такой буржуазный, такой вот все витрины такие красивые в цветах, в шарах, в каких-то там украшениях, везде там своя какая-то вывеска, логотип. И это все придает такой вот, не знаю, помпезности городу. Есть много вот этих украшений, и как будто, знаете, вот наряженный человек и ненаряженный человек. И вот Париж, он наряженный человек, вот. Лично вот для меня с первого такого вот взгляда. Сегодня передают 8 градусов. Вы видите, как я одета, да? Достаточно тепло. У меня еще термокостюм под низом. Как идет парень? Сейчас покажу. Вот, в общем, я заметила, что не он один такой. То есть просто свитер. Кто-то на велосипеде был в шортах. И я сейчас не понимаю, им реально не холодно? Или они поддерживают образ красивого французского модного человека? Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари – это один из главных символов Парижа. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось почти 200 лет. Многие знают Нотр-Дам благодаря роману Виктора Гюго и истории Квазимода. Но самое удивительное, что именно эта вымышленная история помогла спасти вполне реальный собор. Когда Гюго писал свой роман, Нотр-Дам находился в плачевном состоянии после событий французской революции и долгих лет запустения. Книга вызвала огромный общественный интерес, и вскоре началась масштабная реставрация собора. В 19 году в соборе произошел пожар. Обрушился шпиль и сгорела средневековая деревянная крыша. Но основные конструкции, знаменитые витражи удалось спасти, а после нескольких лет реставрации Нотр-Дам вновь открылся в 24 году. Внутрь я попала бесплатно, отстояв небольшую очередь. Людей было очень много. У меня есть традиция в каждом храме, где я бываю, ставить свечку. После этого я просто села на лавку, и, как ни странно, среди всей этой толпы вдруг стало очень тихо. Будто осталась только я и мои мысли. Я даже немного поплакала, а когда вышла, почувствовала невероятную легкость. Такой типа обед у меня обошелся в 12 евро.
нахожусь на крыше галереи Лафайет, одного из самых известных универмагов премиум и люксовых брендов Парижа. На 8-м этаже находится бесплатная смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на Париж. Отсюда видно Эйфелеву башню, оперу Гарнье, Монмартр и крыши города. Все началось в 1894 году с небольшого магазина. Со временем он вырос в огромный торговый центр, а его стеклянный купол в стиле Ар-Нуво стал одной из архитектурных достопримечательностей города. Вторая ночь в Париже, чек. Уже немножко привыкла к дому, подключила холодильник, вроде как разобралась с отоплением, чуть-чуть стало теплее. Я сплю в таких вот коровьих носках, сейчас покажу. Я сплю в термолосинах и вот в таких вот носках, потому что холодно. Завтра будет второй день в Париже, но я этот день буду работать, поэтому дня в Париже как такового не будет. Но что-то все равно постараюсь посмотреть, успеть. И всем спокойной ночи. Всем good morning. Сегодня я работаю. Вот такой завтрак. Бутерброды с чаем. На улице погода немножко лучше, как минимум, потому что нет дождя. У меня сегодня рабочий день. Вот, и так вот выглядит. Так выглядит мой рабочий стол. Я вообще работаю с Латинской Америкой. Что означает, что я работаю по вечерам, по ночам, если мы смотрим европейское время, да. И сегодня я уже начала работать, у меня уже был звонок с клиентом из Испании, звонок с командой, вечером у меня будут звонки с Мексикой и Перу. И благодаря такому графику я могу в обед выделить пару часов, чтобы пойти погулять. Сегодня у меня план сходить в Сакрé-Кёр и на Монмартр. Просто посмотреть, погулять. Вот как раз-таки оно тут рядом, и пару часов, я думаю, мне точно хватит. Вот поэтому план такой. Работаем, завтракаем, что я еще завтракаю. Идем в Сакрé-Кёр, смотрим на Монмартр, возвращаемся, проводим колы с клиентами. И ближе к ночи, когда зажжется башня, я думаю, что я подъеду ближе к башне, чтобы, не знаю, сделать фотографию, посмотреть на нее, потому что она именно ночью она очень красивая. Небольшой рум-тур по апартаменту в Париже. Снимаю, если что, на ширик, что очень маленький. Итак, здесь у нас вход, такой маленький гардероб, и сразу же у нас идет, хопа, душ. Да-да, именно вот так. Сразу же идет душ. Потом идет вот такая небольшая кухня. Я тут пью чай. Вы спросите, почему тут стоит туалетная бумага, и на столе тоже. Я вам расскажу, здесь нет туалета, туалет на этаже. Это старое помещение, где жила служанка, и туалет на этаже. Вот. Вот такой вид. Если мы откроем, вот такой вид. Идет на Париж. Как-то так. Так выглядит наш подъезд, если это можно так сказать. Видите, насколько не так буржуазно, как в основном подъезде. И вот это тот самый туалет. Общий. Он выглядит вот так. Вот. И надо очень долго спускаться. Такая винтовая лестница. Короче, можно сказать, у меня своя Эмили в Париже, но она бюджетная версия. Вот. Эмили в Париже — реальность, когда у тебя нет денег. Вот я вышла оттуда, получается, там была эта лестница. Вот мы идем и выходим в красивую парадную. Вот, я живу в сервис. Вот там живем мы, а более высший класс живет вот здесь. Сейчас выйдем. Только как выходить? Наверное, здесь. Да. Опа. И если я выхожу, то такая красивая дверь.
такое здание. Тут, в общем, абсолютно норма, что все переходят на красный. Сейчас стоит красный свет, я стою, жду. И меня машина пропускает. И там такой дядечка, такой француз, типа, иди. И я такая, мерси. И когда вот такие вот маленькие моментики, я так хочу сказать, мерси, бонжур, бонсуа, ла-ла-ла. Но, к сожалению, я не знаю французский. Итак, я на Монмартре. Я не могу выговорить этот район. Монмартр – это знаменитый высокий холм и старинный район на севере Парижа, известный своей богемной атмосферой. Сегодня просто приятнейшая погода. Я думаю, блин, почему я работаю сегодня? Вчера просто лил дождь каждый там, не знаю, 30 минут. А сегодня так спокойно, тихо, даже есть немножко солнца. Кажется, что, знаете, начало такой весны. Я сейчас иду искать фотобудку, чтобы сфоткаться в фотобудке. Я думаю, насколько это miserable идти в эту фотобудку одной. Ну, а почему нет? Я тоже хочу фотографии. Да, я одна, ничего страшного. Короче, моя белорусская карта не прошла в этом автомате, поэтому я осталась без фотографий. Но есть еще одни автоматы, поэтому я попробую в другом. Фотографии долго делаются, как видите, они еще мокрые. У меня не прошла карта, но у меня была наличка. Это, конечно, фотка ужасная. Это чуть-чуть получше. Ну, короче, вот это самая нормальная фотография, если честно. Ну, просто как сувенир, как память. Нормально. Монмартр – самая высокая точка Парижа – 130 метров. До конца XIX века это была отдельная деревня за городской чертой. С виноградниками и мельницами ее присоединили к Парижу только в 1860 году. Конец XIX – начало XX века – золотой век района. Дешевая аренда и деревенская атмосфера притянули сюда толпу художников. Здесь жили и работали Пикассо, Ван Гог, Модильяни, Ренуар, Дали. Знаменитый Мулен Руж находится в этом районе. Базилику Сакрэ-Кёр начали строить в 1875 году как национальный обет, искупительную жертву после поражения Франции во франко-прусской войне и кровавого подавления Парижской коммуны. Стиль романо-византийский, что для Парижа нетипично. Весь город скорее про готику и османовский классицизм. Внутри базилики идет непрерывная молитва или евхаристическая адорация, которая не прекращалась с 1 августа 1885 года и не прерывалась даже во время 2 мировых войн, то есть больше 100 лет подряд день и ночь в храме кто-то молится, специально организованные смены верующих. Кстати, если вы еще не смотрели фильм «Амели», очень советую это исправить. Именно там вы увидите Париж таким, каким его хочется запомнить, и по-настоящему прочувствуете французскую атмосферу. Несколько культовых сцен фильма снимались прямо здесь, у Сакрэ-Кёр. Это стена любви. На площади и сквере Жана Рюктюса, недалеко от Сакрэ-Кёр. Стена состоит из 612 эмалированных плиток, на которых фраза «Я тебя люблю» написана 311 раз на 250 языках и диалектах мира. Писатель Фредерик Барон начал собирать признание любви с 1992 года. Он просил соседей, знакомых, случайных прохожих на улицах написать «Я тебя люблю» на их родном языке. Забавно, что сегодня Эйфелева башня – это главный символ Парижа, хотя в конце XIX века многие известные художники и писатели считали ее уродливой. Они называли башню гигантской дымовой трубой и бесполезным чудовищем, уверяя, что она навсегда испортит силуэт города. Но прошло чуть больше 100 лет, и именно она стала самым узнаваемым символом Франции.
Еду в деревню Этрета. Сейчас я промокну. Вот такой у меня рюкзак. Удачи мне. Нормандия – это историческая область на севере Франции, на побережье Ла-Манша. Название пошло от норманнов, то есть викингов. В X веке они осели здесь и получили эти земли от французского короля в обмен на прекращение набегов. Визуально регион – это меловые скалы, яблоневые сады, полудеревянные домики и молочные фермы. Из яблок здесь делают знаменитый сидр и кальвадос, а из молока не менее знаменитый камамбер. Лучший способ добраться в деревню Этрета на автобусе Flixbus. Это единственный прямой вариант. Билет в одну сторону обошелся в 35 евро, столько же обратно. Дорога занимает 3 часа. Автобус делает остановку в городе Руан. Только что приехала в Этрету, в Нормандию. Пока что заселиться не могу в квартиру, поэтому просто иду куда-то вперед. Конечно, ранний подъем дал о себе знать. Еще прикольно, что в этом фликсбасе было очень много русскоязычных, и он ехал прямо из Варшавы. Этрета – рыбацкая коммуна на Алебастровом берегу. Название коммуны имеет древнескандинавские корни и по одной из версий историков переводится примерно как «хутор Стира». Стир – это имя предводителей викингов, которые когда-то заселили эти земли. Население – 1242 человека. Если вы знакомы с творчеством Клода Моне, вы точно видели Этрету на его картинах. Моне вырос в соседнем Гавре, и меловые арки Этреты он видел с раннего детства. Это было практически родным пейзажем для художника. К моменту, когда Моне начал сюда ездить в 1880-е годы, Этрета уже была признанным местом среди живописцев. Сюда съезжались писать Курбе, Делакруа и Буден. Приехала я совсем не в сезон, и, как мне кажется, мне очень в этом повезло. Этрета была почти пустой. Лица людей запоминались, потому что потом мы снова встречали друг друга. То на узких улочках, то на скалах, то на набережной. Пару раз приезжали автобусы. Сначала с французскими школьниками, потом с туристами. Но надолго они здесь не задерживались. Первое слово, которое приходит в голову, когда смотришь на эти пейзажи – спокойствие. Так спокойно мне не было уже давно. Кажется, в этом месте время остановилось. Любая спешка здесь теряет смысл. Хочется просто остановиться и оставить всю тревогу за пределами Этреты, там, в том уехавшем фликсбасе. Это место не про то, чтобы успеть увидеть все, оно про то, чтобы просто быть, смотреть на море, слушать ветер и понемногу собирать себя заново. Здесь хочется созидать. Вроде как квартира готова, поэтому... Ой, господи, чуть не упала. Вроде как квартира готова, и иду заселяться в квартиру. Такая вот маленькая квартира. Такая ванна. Здесь у нас вид на пляж. У нас такой вот вид. И такая вот маленькая кухня. Рататуй, нормандская версия. Какая она хорошенькая. Где ты? Какая она
Я сейчас на западной стороне. Известная меловая арка Порт-Дьяваль и скала Игла. Их создало не только море. Тысячи лет дождь, ветер и волны вместе вытачивали эти меловые утесы. А игла — это все, что осталось от древней скалы, которая когда-то была частью берега. А эта арка впереди называется Порт-Дьямонт, что в переводе с французского «ворота вверх по течению». Я называю Трету деревней. Кто-то считает, что это городок. Вообще, по количеству жителей, это поселок городского типа. Поэтому, если что, не обессудьте, что я называю ее деревней. Вот это блюдо стоит 19 евро. И вино 4,70. Завтра съем эту корзину. Уже 6 часов вечера, уже очень сильно темно. В деревне вообще никого. Туристы в основном сюда приезжают на пару часов. То есть приезжают утром и уезжают вечером. И тут такая полузаброшенная деревня. Я купила себе после ужина воду и печенье к чаю. Пойду, буду смотреть что-то, не знаю. Вот. Ну, когда вы в паре, либо с друзьями, классно, можно остаться на ночь. А вот если ты одна, вот, ты, честно, не уверена, что стоит это того. Очень спокойно. Такое криповое спокойствие, я бы сказала. Мой дом находился прямо возле пляжа. И тот мужчина, которого вы видели на видео, будто бы пошел за мной. Позже я уже из окна своей квартиры увидела, как он стоял напротив и смотрел на наше здание. Возможно, это было просто совпадение, я не знаю, но в тот момент мне стало очень страшно. Девочки, где бы вы ни были, никогда не теряйте бдительность. На часах было всего 7 вечера. В общем, доходит 7 часов вечера, я сижу в квартире и смотрю «Дневники вампира», потому что я нашла чей-то Netflix, и я вообще не понимала, как мне там разобраться в этом французском, благо он на английском. Вот я сделала чай и печенье. Погода мне не повезло, пока что идет дождь. Вот такой завтрак в Нормандии, что-то вроде американо, бутерброд из Парижа, который разогрела, и Мистер и миссис Смит. Кстати, фильм очень классный, советую всем посмотреть. Хотела бы обратить ваше внимание на ножи. Блин, такой интересный нож. Он вроде бы простой. Я урезала, поэтому немножко не чистый. Я когда увидела этот нож, мне сразу фильм вспомнился «Граф Монте-Кристо», потому что очень похоже на какой-то, знаете, такой французский, такой вот тех времен мундир мужской. И тут вот такая вот муха. Разрешили ставить рюкзак. Вот такие вот ящики. Господи, спаси, сохрани мой рюкзак. второй день в деревне Этрета. Я улыбаюсь, потому что на меня посмотрел странно француз. Все, я выселилась, разрешили оставить рюкзак в специальной коробке, которую я показала. Вот, сейчас я иду в сады Этрета, очень красивые сады с головами такими большими. Самое интересное, что эту композишн придумал русский архитектор вроде, я потом больше про это расскажу. Вот, поэтому идем сейчас туда. Смотрите, произошел отлив, и вот здесь вот была вода вчера. Во время отлива можно пройти через туннель. Его пробили еще в 1922 году и попасть на пляж Жамбур. Только этот туннель и не уходит под воду во время прилива. Весь остальной путь в это время затоплен. Поэтому исследовать Жамбур стоит только когда океан отступает. Если замешкаетесь, рискуете остаться отрезанными от цивилизации. Есть даже легенда, откуда пошло название пещеры. Как-то здесь разбился шведский корабль, и выжил только один моряк. Его выбросило прямо в эту пещеру. С тех пор пещеру называют Туалом, или убежище человека. Сори за мой французский. Мне немножко жарковато, я в свитере, сегодня 12 градусов, возможно, забыла здесь какую-то водолазку. Но вчера было достаточно холодно из-за ветра, сегодня такой штиль, очень такая приятная погода. Идем в сады Этрета. Этрета. Это очень красивое место, одно из лучших, где я была. Здесь я почувствовала сильную потребность в человеке. Очень хотелось с кем-то разделить эти эмоции. Такое сильное чувство одиночества у меня возникло во второй раз за последние пару лет. Впервые на Гастелугаче, на севере Испании.
Если бы мне нужно было описать Францию одним словом, я бы сказала «очарование». Я не ожидала, что она мне так понравится. Есть здесь какой-то свой чарующий вайб. Билет в сады Этреtat обошелся мне в 11 евро. Цена, кстати, каждый раз разная и зависит от месяца посещения. Я оказалась здесь в конце ноября. Это парк, созданный французской актрисой мадам Тебо, близкой подругой Клода Моне, который регулярно бывал здесь в гостях. В 2016 году ландшафтный архитектор Александр Гривко со своим партнером Марком Дюма взялись возродить заброшенный сад виллы. За эту работу сад получил престижную европейскую премию «Лучшая реставрация исторического сада». Гривко создал открытый музей современного искусства, где живая природа и скульптура работают как единое целое. Самая известная часть сада – гигантские человеческие головы. Их автор – испанский скульптор Самуэль Сальцедо, а серия называется «Капли дождя». Идея в том, что эти лица изображают переменчивые эмоции самого океана, ведь сад стоит прямо на утесе над морем. А еще каждая голова лежит в кусте, подстриженном в форме ракушки. Это оммаж устричному промыслу, которым здесь занимались еще со времен Марии Антуанетты. Получается, что голова – это как жемчужина внутри раковины. Эта скульптура называется «Дождь». Автор – украинский скульптор Назар Билык. Она про внутренний диалог человека с самим собой. Она выражает поиск смысла, вечные вопросы без ответа. Это какое-то волшебное место, иначе не скажешь. Даже начавшийся дождь только усилил эту атмосферу волшебства. Каждая композиция здесь – настоящее произведение искусства. В самой вилле будто бы кто-то живет. С боковой стороны есть небольшая сувенирная лавка и книга отзывов, где можно оставить свои впечатления о месте. Мне очень понравилось, что мадам в лавке говорила со мной только по-французски, а я как-то умудрилась объясниться той парой слов, которые знаю. Вау. Вау. Нормандский кот гуляет вот с такими видами. Здесь ты не найдешь ту мышку, с которой я общалась. Я хочу, чтобы она жила. Но она в другой части, поэтому ты там не гуляешь. Погода вообще не очень. Здесь очень сильно.
сходить попить кофе с каким-нибудь круассаном и макароном, потому что мой любимый десерт это макарон, и я еще до сих пор не попробовала его во Франции. Но дело в том, что здесь не сезон, очень мало людей, и мне кажется, я не найду никакую пекарню. Честно, не знаю, надо будет сейчас поискать, посмотреть. В планах попить кофе, перевести дух и потом до автобуса гулять по деревне, потому что, в принципе, я уже все посмотрела. Смотрите, какие у меня грязные ботинки. Погода менялась с космической скоростью. Только я собралась уходить, как выглянуло солнце. Боже, какая зеленая трава. Вы просто посмотрите. У меня такая проблема, что здесь все закрыто, и все, что я нахожу на Google картах, где-то кофе попить, это закрыто, поэтому владельцы бизнесов, если вы это смотрите, пожалуйста, обновляйте Google карты, чтобы не получать плохие отзывы. Это очень важно. Я нашла какую-то булочную, и там даже, возможно, сделают кофе, поэтому я возьму просто кофе и круассан с собой. Я хочу круассан и кофе, потому что пока что я круассан не пробовала во Франции. Вот, и я возьму с собой и пойду на набережную есть его. Круассан, капучино. И мы идем на пляж в Нормандии, чтобы это все отведать. Как вам такая идея для свидания? Парни, если вам нужны идеи для свидания, пожалуйста, обращайтесь. У меня их куча. Обычный круассан, если честно. Я не могу сказать, что он как-то отличается от белорусского круассана. Сливочный. Ко мне сейчас полетят чайки. Кофе нормальный. Для этого вида сойдет. Не знаю, надоел ли вам этот вид, но мне точно нет. Я нахожусь на самом пляже Трета. Это самая первая точка, куда вы попадете, если будете идти от автобусной станции прямо. У меня было время до автобуса, и я решила заземлиться и провести его просто сидя на пляже. Я сидела, наблюдала за людьми, смотрела на волны и на эти скалы и пыталась сфотографировать глазами этот вид, чтобы он никогда не забылся. Сидишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. А губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой. Не знаю, можно ли их забирать? Такая любовь, либо ничего больше. Как говорится, this or nothing. Класс. Знаете, забудьте про мои слова, что если вы один, сюда не стоит ехать на ночь и на 2 дня. Нет, стоит, да, немножко где-то, может быть, вечером одиноко, потому что нечего сделать. Но сегодня я пошла на другой холм, я пошла в сады Трета. Я сидела на пляже, пила кофе, снимала там видео для себя, фото. И, в принципе, уже скоро у меня автобус, поэтому я не могу сказать, что сильно тут скучала. Вообще нет. Тут очень красиво, тут очень спокойно.
Я очень вам советую сюда приехать. У меня через 1,5 часа автобус, я пришла поесть. Вот, в другом ресторане я встретила того же официанта, который работал в прошлом ресторане. Он сказал, что у этих ресторанов один босс. Я думаю, а чего у них цены одинаковые? Короче, один босс. Вот, мы тут сидим вдвоем с этим парнем, он что-то слушает. Вот это вот официант, с которым я общаюсь эти дни. Это единственный мой друг в этой деревне. Вот. Обед снова на 25 евро. В Триумфальной арке ремарка. Главные герои пили кальвадос. И как бы действие книги происходит в Париже. И мне очень интересно, какой на вкус кальвадос. Ну, насколько я понимаю, это какой-то очень-очень сильный напиток, как виски, наверное. Вот поэтому, к сожалению, пока что я не пробовала, потому что одной как-то кальвадос пить не очень. Но когда-нибудь хочется попробовать. И очень интересно было это увидеть, что кальвадос. По возвращении в Париж я решила сэкономить и переночевать в хостеле. В этот раз опыт оказался так себе. Район показался мне не самым приятным, а сама комната была настолько душная, что ночью буквально не хватало воздуха. Я понимаю, что начинаю перерастать хостелы, и комфорт становится дороже экономии. Хотя наблюдать за людьми там все еще интересно. В хостелах всегда встречаются очень колоритные персонажи, и каждый раз хочется узнать их историю. Вот такой у меня завтрак. Конечно, не сильно он будет питательный, потому что как есть Париж сегодня даже. Хостельная реальность. Вот наш туалет. На самом деле очень грязно. А девчонок сыпется волосы от меня тоже вообще. Последний день в Париже. Веселяюсь из хостела. Это оставлять свой чемодан, точнее рюкзак. Как красиво. День был очень пасмурный и дождливый. Утром, завтракая в хостеле, я нашла свободный билет в Лувр и решила, что это знак. Нужно идти туда. Не могу сказать, что я прямо горела желанием туда попасть, но хотелось поставить для себя какую-то галочку, что моя нога ступала в Лувр и что я увидела ту самую Мона Лизу. Билет обошелся мне в 22 евро. Попасть туда — отдельный квест. Огромные очереди. Вовремя мы, конечно же, не зашли, простояла я в очереди примерно час-полтора. Лувр начинался не как музей, а как крепость XII века. Король Филипп II Август построил ее для защиты Парижа. Позже здание превратили в королевскую резиденцию, а музеем оно стало только после Французской революции в 1793 году. Лувр – самый большой художественный музей мира по площади. При этом ежегодно музей посещают более 8-10 миллионов человек. Это самый посещаемый музей планеты. Полностью обойти весь Лувр за один день физически невозможно. Если выделять всего по 30 секунд на каждый из 35 тысяч доступных экспонатов, не отрываясь, без перерывов, потребуется больше месяца. Я была там 2,5 часа, 30 минут из которых искала, как мне выбраться. Ника Самофракийская или Крылатая Победа Самофракийская, древнегреческая мраморная статуя богини Победы, созданная около 190 года до нашей эры. И вот я приближаюсь к той самой Мона Лизе. Полное название картины — «Портрет госпожи Лизы дель Джаконда». Отсюда и второе имя — Джаконда. Написал ее Леонардо да Винчи в начале XVI века. Предположительно, это портрет жены флорентийского торговца шелком Франческо дель Джаконда. 21 августа 1911 года картину украл итальянец Винченцо Перуджа, бывший работник Лувра. Он просто снял ее со стены и вынес под одеждой. Пропажу заметили только на следующий день. 2 года картина хранилась у него в квартире, пока он не попытался продать ее во Флорентийский музей. Там его и поймали. Именно эта кража во многом и сделала картину настолько всемирно известной. До этого она была просто одной из многих ценных работ в коллекции. Египетская коллекция Лувра – одна из крупнейших в мире, охватывающих период с 4-го тысячелетия до нашей эры вплоть до 4 века нашей эры. Честно, рассматривая мумии, мне стало жутко не по себе. Как будто бы не хватало воздуха, по телу пробегали мурашки. Возможно, это от того, что я понимала, что передо мной настоящий забальзамированный человек, которому несколько тысяч лет, и я стою так близко к нему. Не знаю, как объяснить это чувство точнее. Может быть, там был призрак этого фараона.
Ну вот и все. После этого я встретилась со своей знакомой на чашку кофе и после отправилась в аэропорт. Даже не было времени снять хорошую концовку для вас. В следующем влоге исправлюсь. До скорой встречи!